Ребят, всем привет! Как отрегулировать карбюратор бензопилы? Сегодня в ролике разберем сначала теорию, чтобы вы понимали, что куда крутить, а потом на практике это все уже полностью закрепим. Когда у вас правильно отрегулирован карбюратор, то у вас электроды имеют кирпичный цвет, а на резьбе имеются следы масла, которые находятся в бензине. И это означает, что у вас при этом все хорошо смазывается внутри ЦПГ. Ну, имеется внутри вот это все, шатуны, подшипники и прочее. На китайских бензопилах стоят карбюраторы вот такого плана, которые имеют в себе три винта. Винт Т – это винт холостого хода, винт L, который находится слева. Это означает low в переводе с английского, что означает на низких оборотах производит регулировку. И винт H, находящийся справа. Этот винт означает high, в переводе с английского означает высокие. То есть регулировка на высоких оборотах. Винт справа который. Винт слева идет у нас со стороны непосредственно поршневой, а винт справа со стороны ручки газа. Чтобы начать регулировку карбюратора, перед этим необходимо выставить его заводские настройки. Первым делом выставляем винт Т холостого хода. Он имеет у нас здесь конус, который подпирает вот эту пятку, которая на одной оси находится вместе с дроссельной заслонкой и педалью газа. Вот, если присмотреться, это вот педаль газа, когда вы дергаете рычажок, у нас и заслоночка открывается. А с другой стороны шевелится вот эта самая пятка. Это просто этот конус, он просто как ограничитель. Выставляем примерно на середину конуса, можно чуть-чуть больше. Обороты будут выше, но будет легче ее завести, потом можно убавить. Следующий момент, это у нас винт L, который находится слева, ближе к поршневой. Его по заводу выставляем примерно на 2 оборота. Винт H находится справа, со стороны ручки газа. Его выставляем на 1,5 оборота. После этого мы можем начинать регулировку. Ну, сначала нам надо завести, и обязательно, когда мы заведем, сначала вот перед тем, как регулировать, очень важно, бензопила должна быть хорошо прогрета. И только после того, как она прогреется, там 3-5 минут, когда у вас будет, в зависимости от сезона, летом меньше, зимой дольше прогревается. И только после этого стоит начинать регулировку, потому что оно у вас будет искаженно. И обязательно нужно подкинуть воздушный фильтр, потому что он тоже влияет на регулировку карбюратора. Я вот свой карбюратор полностью перебрал, почистил. Вот так сейчас вот покажу вам, ребят. Опа. Сейчас я его быстренько сюда назад закину. И мы начнем регулировку. Кстати, если у вас карбюратор не регулируется, вот по ссылочке сверху переходите. И там указана одна из причин, почему это происходит. Вот, ребят, подсобрали все в корпус. Фильтр пока не накидываю. Хочу показать, вот как эти винты вот здесь выглядят. Вот они, 2 штуки. Обратите обязательно внимание, а то китайцы могут вам подложить засаду, чтобы у вас вот эти винты L и H находились в нужных отверстиях, потому что могут быть такие вот корпуса, которые не соответствуют. То есть вы вставляете там DL, а у вас там H. Все, теперь вот накидываем фильтр и начинаем предварительную настроечку. Чтобы запустить бензопилу, берем винт L. Кстати, вот лайфхак, смотрите, я вот маркером делаю на отвертке вот такую пометочку себе. И мне не надо уже внутрь заглядывать, там этот. Я себе винт вот поймал вот на ощупь. И я уже знаю, сколько насколько открутить, и вы не путаетесь. И вы четко можете с точностью до четверти себе откручивать и не путаться в этом всем. Винт L закручиваем до упора. И отпускаем по заводу на 2 оборота. Вот, смотрите, винт L закручен. Ищем пометочки. Полоборота, оборот, 1,5, 2. Переходим к винту H. Так, нащупали, вот наша меточка. Закручиваем полностью до упора. Затягивайте, кстати, вот уперлась, не надо со всей дури тянуть, там очень нежная резьба. И откручиваем винт H обратно на 1 оборот. Полоборота и оборот.
Теперь у нас вот здесь находится винт Т, вот этот винт конусный холостого хода. Выставляем его посередине. Здесь уже можно и внутрь заглянуть, если вы не разбирали, не смотрели. Вот подзакручиваем его на середину конуса. Будут выше обороты, будет крутиться цепь, ничего страшного. Мы потом это все убавим. Все, выставили по заводским настройкам. Сначала вот, если на холодную, подсос, все как обычно, включаем, заводим. У меня бензопила уже прогретая. Вот, у меня подсос поэтому открыт. Включаем, заводим. И первым делом смотрим, что у нас по оборотам. Если сильно высокие обороты, убавляем винтом Т, так, чтобы цепь перестала крутиться. После чего винтом L ищем горку. Когда мы нашли горку винтом L, обычно в сторону закручивания это происходит. После того, как мы ее нашли, мы отпускаем на четверть, обратно в сторону откручивания. Сейчас продемонстрирую. Видите, заглохло. Сейчас поддобавим немного на холостых. И попробуем еще раз завести. И винтом L начинаем искать горочку и отпускать потом на четверть. Вот у нас маркер. Смотрите на маркер. Возвращаемся на винт L и ищем дальше нашу горку. Вот она давится, это много. Закрутили, откручиваем. Это много открутили, она давится. Ищем горку. Вот нашли горку. Вот, нашли горку. И отпускаем на четверть. Даже чуть-чуть иногда больше можно. Вот она, вот ровно, видите, перестала ее колбасить. Начала ровно работать она у нас. Холостого можно чуть-чуть теперь добавить. Вот, мы нашли горку винтом L, скомпенсировали холостым ходом, так, чтобы у нас здесь ничего не крутилось, и холостой был приемлемый. Теперь следующий этап, винтаж. Винтаж, смотрите, тут у вас же тахометра, скорее всего, нету дома, да? Вы же помните тапку в пол, как работала она на слух? Если он сильно закручен, если сильно, как ни парадоксально, если его сильно закрутить, винтаж, то бензопила будет орать, как сумасшедшая, обороты будут очень высокие. Но при этом у нее упадет тяга, не будет тяги, она не будет нормально пилить. Вы только к бревну приложите, она сразу будет у вас давиться. И поршневая вам скажет до свидания в ближайшее время, потому что слишком высокие обороты не рассчитаны. Для этого винтаж должен быть, как бы вот иметь такую золотую середину. Его надо вот регулировать при полностью выжатой кнопке газа. Рекомендую сначала в сторону откручивания винтаж откручивать. И она, вы увидите, будет сильно дымить, будет давиться как бы. И потом, вот уже когда она сильно откручена, этот винтаж откручен, вы начинаете потихоньку его как бы закручивать. И у вас начинает, она меньше давится на высоких оборотах и начинают расти обороты. И в этот момент обороты надо настроить таким образом, как она у вас пилила. Не надо выставлять высокие обороты, потому что и поршневой конец будет, и тяга будет падать. Потому что она будет как бы давиться и будет мало топлива на верхах. Вот, сейчас покажу.
затянем. Она сейчас еще немного захлебывается. Еще немного подзатянем винтаж. Вот она перестала у нас давиться, не захлебывается. А сейчас я покажу, что произойдет, если винтаж закрутить до упора. Если я буду продолжать закручивать и держать так, то поршневая выйдет на очень высокие обороты. Сейчас я просто закручу винтаж, и вы увидите, что произойдет. Вот я полностью закрутил винтаж и надавил на газ. Когда я надавил на газ, у нас, конечно, на высоких оборотах топлива нету, потому что винтаж закручен, и она заглохла. Обратно откручиваю примерно на 1 оборот. Завожу. Вот. Сейчас я сильно много винтаж открутил. Переливает. А надо добиться так, чтобы и не переливало, и не было высоких оборотов. Вот видите, много открутил. Сейчас затяну и обратно отпущу вот наоборот и заведу. Вот так происходит регулировка карбюратора бензопилы. Надеюсь, видео было вам интересным, полезным. Ставьте палец вверх, пишите комменты. Всем удачи, всем пока.